Гравитация. Что мы знаем о ней? Мы привыкли считать, что гравитация – это природная сила притяжения или тяготения, которая действует между всеми физическими объектами. Именно гравитация придает вес всем предметам на поверхности Земли. Она же удерживает Луну на орбите, не давая ей улететь в космос. Эта невидимая сила является основным источником энергии при создании всех небесных тел. Без нее не существовало бы звезд, галактик, ничего. И эта тема настолько значима, что ее пытались понять на протяжении всей нашей истории. От Аристотеля и Галилея до Кеплера, Ньютона и Эйнштейна. Но сегодняшний ролик не об этом. В 2013 году выходит фильм Альфонсо Куарона «Гравитация», который представил, что этот закон притяжения работает не только на физическом уровне, но и на эмоциональном, духовном. Фильм начинается с того, что режиссер говорит нам, что в космосе жизнь невозможна. Космос – это то пространство, где отсутствует гравитация. И именно отсутствие силы тяжести под ногами создает угрозу для жизни и подчеркивает уязвимость человека. И тут Куарон показывает, что наш современный мир все больше похож на этот космос, а современный человек на астронавта, который лишен опоры, почвы под ногами и дрейфует в холодном космосе технологий и информации. Он все больше отрывается от своих корней, от снов, от природы и в первую очередь от самого себя. В результате потеря смысла, стресс, депрессия, конфликты, одиночество и изоляция. В общем, сегодня мы разберем фильм «Гравитация», чтобы понять, чему эта история нас учит, какой главный жизненный урок она нам преподает и что на самом деле скрывается за названием этого фильма. С первой же сцены Куарон задает главный конфликт истории. С одной стороны космос, холодная мертвая бездна, с другой – живая светящаяся Земля. Две стихии, два противоположных мира, и ровно между ними появляется человек, вернее его детище – орбитальный шаттл Explorer, техническая вершина человеческой цивилизации. Главные участники миссии Explorer – биомедицинский инженер Райан Стоун, который впервые в космосе, и опытный астронавт, командир миссии Мэтт Ковальский. Их задача установить на телескоп Хаббл новую систему сканирования, что улучшит наблюдение за просторами космоса. Ничего особенного, еще одна пара глаз для наблюдения за краем Вселенной. Эту систему сама Стоун и разработала. С самого начала Куарон противопоставляет позиции этих двух героев, показывая, как контрастируют их мотивы находиться здесь. Мэтт все шутит и беззаботно парит вокруг, не уставая наслаждаться своей последней миссией. И все же здешние виды не имеют себя равных. Он чувствует себя здесь прекрасно, как нигде на Земле. Куарон представляет нам его как свободолюбивого человека, живущего легко, без никаких беспокойств в голове. Ни семьи, ни близких. Его совсем не заботят крепкие душевные связи, что могли бы его усадить на Землю. Это подтверждается и тем, что он провел в космосе едва ли не больше, чем любой другой космонавт. И до мирового рекорда ему остается совсем чуть-чуть. Райан, наоборот, сфокусировавшись на работе, отвечает кратко, без эмоций, избегая лишних контактов. Она здесь, чтобы сделать свою работу в тишине, не тратя ни секунды, чтобы ахнуть от окружающей ее красоты. Да и физически ей здесь сложно. Как вы себя чувствуете? Хьюстон, все нормально. Доктор Стоун, врачи предлагают вам вернуться на Explorer. Тошнота, сердце, пониженная температура. Она с трудом выдерживает здешние нагрузки. И тем не менее она здесь. Она готова терпеть все эти трудности, стараясь даже не обращать на них внимания. В этот момент мы еще не знаем, почему она это делает. Но вряд ли дело тут только в работе. Хьюстон, а вы можете выключить музыку? Ковальский? Кажется, космос с его тишиной и оторванностью от мира может быть сознательным выбором Стоун уйти в пространство, где нет внешних отвлечений.
нет шума, где никто не будет докучать, и все в таком духе. Что вам здесь нравится больше всего? Тишина. Я могла бы так жить. И тут мы получаем не только намек, а прямой признак того, что с нашей героиней что-то не так. Почему ей нравится тишина? Почему она могла бы так жить? Вероятно, в ее жизни есть какой-то шум, создающий проблемы или боль, что вынудило ее искать убежище здесь, так далеко от дома. Но в один миг все радикально меняется. Ничто не предвещало беды, пока вдруг Ковальский не получает сообщение о необходимости немедленно прервать миссию, так как российская ракета уничтожила свой спутник, и его обломки быстрее пули движутся в их сторону. Несмотря на предупреждение, Райан не торопится уходить. Она хочет закончить свою работу. И это решение, которое в тот момент кажется неверным, запускает цепь последующих событий. То, что начиналось как стандартная миссия, превращается в катастрофу и хаос. Райан неохотно отстегивает трос, удерживающий ее у Хаббла, отчего ее резко отбрасывает в сторону и уносит в открытый космос. Ее сознание инстинктивно борется за жизнь, пытаясь за что-то ухватиться и вернуть себе равновесие. Но вокруг уже ничего нет. Все, что она может сейчас, это в отчаянии вызывать по радиосвязи Ковальский, шаттл Explorer или наземную станцию Хьюстон. Кого угодно, кто смог бы остановить ее падение в космос. Райан теряет связь и контроль не только потому, что она оторвалась от станции, а потому, что давно утратила опору в собственной жизни. Космос здесь всего лишь зеркало ее глубокой внутренней проблемы, которую сюжет фильма вот-вот раскроет нам. Когда нет никакой связи, остается дыхание, как самый телесный звук. Удивительно, как с помощью всего лишь одного элемента Альфонсо Куарону удается так точно передать то, что чувствует героиня. Но вдруг в наушниках раздается спасительный голос Ковальски. Оказавшись рядом, он перехватывает на лету Райан и крепит к себе тросом, возвращая ей частицу спокойствия. Однако, вернувшись на место происшествия, они обнаруживают, что их шаттл Explorer полностью уничтожен. Все разорвано обломками, остальная часть экипажа мертва. Очень символическое появление в этот момент фигурки Марвина Марсианина. Это узнаваемый в Америке персонаж из классических мультфильмов. Марвин – карикатурный покоритель космоса, который мечтает уничтожить Землю ради абсурдных целей. В фильме эта деталь превращается в иронический символ человеческого стремления покорить космос, в то время как сам человек теряет связь с Землей. И то все, что искусственно создает он, является настолько хрупким, что в одну секунду может превратиться в руины и игрушку, беспомощно дрейфующую среди них. В общем, Мэтт и Райан – это все, что остается от космической миссии Explorer. Нет корабля, нет связи с Землей, нет инструкций. Еще кислород в костюмах заканчивается. Теперь они сами по себе и каким-то образом должны выжить и найти способ вернуться на Землю. Доктор, нам надо добраться до космической станции. Вон она. В эти моменты слова Ковальски «держись, не теряй концентрации, дыши медленно» становятся единственными нитями, которые вытягивают Райан Стоун из шока. И вот когда она тихо следует за ним, направляясь к русской станции, наступает момент, когда нам наконец открывается правда. Причина, по которой Райан Стоун на самом деле оказалась здесь. У меня была дочка. Ей было 4. Играла в садике в догонялки. Поскользнулась, ударилась головой. Глупо получилось. Я ехала домой, когда мне позвонили. И с тех пор я каждый день просыпаюсь
Иду на работу. А потом просто еду. Эти кадры, когда Мэтт смотрит на Райан в зеркале, настолько мощно отражают ее состояние потерянности и то, как она дрейфует в собственном горе, абсолютно лишенной смысла после смерти ребенка. И все, за что сейчас она держится, не только физически, но и душевно, это короткий трос, прикрепленный к Ковальски. Я только работаю, а когда заканчиваю, просто вожу машину. Справляться с горем – это самое болезненное из человеческих эмоций. Когда мы неожиданно теряем кого-то, это происходит мгновенно. Но психологически мы не теряем человека в один миг. Мы теряем его маленькими болезненными дозами с течением времени. Когда она ложится спать и перестает слышать плач своего ребенка. Когда запах дочери начинает исчезать из ее одежды и так далее. Думаю, многие из нас знают, что это такое. Невзгоды, разрывающие тебя на части, после которых, кажется, невозможно подняться. Как научиться не думать о них? Как вновь встать на ноги? И самое трудное, как обрести вновь желание нормально жить? Это еще один важнейший вопрос, который Куарон поднимает в своем фильме. Возвращаясь к Райан, она переживает худшее горе – смерть ребенка, который являлся у нее единственным родным человеком. И самое интересное то, что наша героиня бежит от своего горя в сложнейший период ее жизни не в соседний бар или в другой город, не демонстрирует стандартное деструктивное поведение, а уходит настолько далеко от своей боли, насколько это вообще физически возможно, в космос, который как ничто другое подчеркивает ту бездну, которая открылась у нее в сердце. Она думала, что космос – это идеальное убежище, где можно раствориться в работе и не ощущать реальность. И это поможет ей не чувствовать боль. Только вот помимо боли это не дает ей чувствовать и все остальное, то есть всю жизнь в целом. Да, это решение позволяет на какое-то время психологически продержаться, но на долгий срок это превращается в ловушку, из которой выбраться и вернуться к нормальной жизни очень трудно. Однако столкновение с обломками и случившаяся катастрофа сотрясает ложное убежище Райан, показывая то, что космос и его холодная бездна – это не утешение, а угроза. Его тишина и изоляция, к которой так стремилась Райан, в действительности равна гибели. И Райан потихоньку начинает осознавать это. Вопрос в том, достаточно ли это для того, чтобы спастись и вернуться на Землю. У меня новости хорошая и плохая. Хорошая новость. Мы в 5 минутах от МКС. Плохая, мне не хватит 10 минут, чтобы побить рекорд Анатолия. Приближаясь к МКС, они обнаруживают, что экипаж станции эвакуировался, а оставшийся спасательный модуль «Союз-2» поврежден, так что использовать его для возвращения на Землю невозможно. Однако он подойдет для полета на Тянгун, близлежащую китайскую станцию, где можно будет пересесть на другой исправный модуль и вернуться на Землю. Но у них почти не осталось кислорода и топлива для маневра, так что все, что они могут, это приблизиться и попробовать ухватиться за пролетающую мимо МКС. Сделать это не удается, скорость слишком велика, и трос, удерживающий их вместе, разрывается. Нога Райан в последний момент запутывается в стропах парашюта «Союза-2», что не позволяет унести ее в космос. Мэтту Ковальски так не повезло. Стоун все же успевает схватить его за трос, почти остановив его. Есть. И очевидно, что если они останутся связаны, их обоих утянет в открытый космос. Поэтому Ковальски принимает решение пожертвовать собой и отцепить трос. Он понимает, что только так у Стоун есть шанс спастись. Отпусти меня. Нет, Отпусти меня, или оба погибнем. никуда не отпущу. Ты справишься, Райан. «Ты должна отпустить», — говорит ей Мэтт. И эта фраза, быть может, самая важная во всем фильме, отражающая главный смысл пути нашей героини, которая должна отпустить свое прошлое, пока оно окончательно не уничтожит ее, и с этим получить возможность начать жить заново.
Но как это сделать теперь одной, без поддержки, без опоры, когда ты полностью окутана мраком, как внешним, так и внутренним? Еще костюм начинает душить, так как кислорода в нем совсем не осталось. И есть риск потерять сознание. На ее удачу, что Ковальский не успел уйти далеко. Да, физически он уже вне досягаемости, но психологически, по радиосвязи, он все еще с ней и готов еще немного подтолкнуть ее вперед. Райан, найди шлюз. Надо попасть на станцию. Она соглашается бороться и следовать его инструкциям, но только чтобы его вернуть. То есть вернуть себе внешнюю опору, подпитку, без которой, как она думает, она не справится. И приструнивая свой страх и беспомощность, Райан добирается до нужного шлюза, входа в МКС, и, открыв его, буквально вваливается внутрь станции, где наконец может сбросить с себя скафандр, в котором уже невозможно было дышать. Скафандр здесь не просто внешняя защита, а метафора искусственной оболочки, той внешней скорлупы, в которой загнала себя Райан после смерти дочери. Он больше не помогает, не обеспечивает жизнь, а наоборот. Поэтому, сняв его, Райан, по сути, совершает первое действие по возвращению себя в живое состояние. Затем следует момент абсолютной тишины, мягкого света. И этот невероятный кадр, где Райан Стоун в позе эмбриона плавно вращается в капсуле со свисающим шлангом, похожим на пуповину. Визуально это одна из самых сильных сцен фильма. Камера обволакивает ее, будто вращаясь внутри материнской утробы. Это отражение того, что Райан Стоун духовно начинает перерождаться. И в этой новой реальности она остается одна. Абсолютно одна. Мэтт, поговори со мной. Ковальский нет. Нет команды, нет связи. И психологически Райан наконец принимает это. Она перестает цепляться за что-либо, понимая, что этот путь ей нужно пройти самой. И именно здесь она впервые начинает действовать сама, без какой-либо поддержки. Если предыдущая сцена была эмбрион в утробе, то возникший пожар внутри станции – это катализатор рождения. Пламя, что уничтожающе несется по отсекам МКС, буквально превращает эту искусственную утробу в ад, готовый поглотить нашу героиню, если она сейчас же не вытолкнет себя наружу. И Райан именно это и делает. Она добирается до спасательного модуля «Союза-2», где спешно запускает систему расстыковки и вовремя отделяется от охваченной огнем МКС. Однако улететь далеко не получается, а раскрытый парашют «Союза-2» обвил МКС и физически удерживает корабль, как гигантское щупальце, не позволяя ему освободиться. Райан решительно включает двигатель на всю мощность, пытаясь как-то вырваться из этой паутины, но все впустую. Остается только одно, ей нужно вновь надеть скафандр, выйти наружу и собственной рукой отцепить тросы парашюта, удерживающие спасательный модуль. Ковальский отпустил трос, чтобы спасти ее. Теперь Райан сама должна физически отпустить то, что еще держит ее. Метафорические тросы парашюта – это пуповина, соединяющая ее со старой отжившей оболочкой, той скорлупы, из которой Райан выбралась. Но осталась ее пуповина, которая тянет Райан назад. Нужно отрезать и навсегда избавиться от нее. Только так можно продолжить путь и получить шанс на спасение. И Райан справляется, перерезает все тросы и освобождает свой спасательный модуль. Ненавижу космос. Станция начинает раскалываться на куски, подчеркивая полное разрушение прежней жизни Райана Стоун. Хорошо, Райан возвращается в модуль. Но что теперь? Пока она пыталась отцепиться от стров парашюта, спасательный модуль «Союз-2» израсходовал все топливо. Так что направиться к китайской станции уже не получится. Это отражение того, что избавление от своих старых ложных опор – это еще не значит спасение. Этого недостаточно для того, чтобы шагнуть дальше и вернуться.
Отчего модуль «Союз-2» буквально начинает дрейфовать в бескрайнем космосе, без какой-либо надежды на спасение. Ты издеваешься надо мной? Ты издеваешься надо мной? Райан вроде делает все правильно, управляет, действует, начал бороться, но Вселенная все равно не откликается. Райан словно кричит Богу или судьбе: «Я же стараюсь, почему ничего не выходит?» Но Вселенная не отвечает не потому, что она жестока или безразлична, а потому, что Райан сейчас не способна ее услышать. Если внутри человека ничего нет, если он утратил связь с миром и с самим собой, этот мир вряд ли будет отзываться. Ведь Райан Стоун хочет спасения, но не жизни. Она кричит о помощи, но не ради возвращения, а ради бегства от страданий. И пока это так, Вселенная будет молчать. Хорошо, но как вернуть себе это желание жить, когда внутри такая боль, как у Райан Стоун? И вот когда после протеста наступает тишина и погружение в отчаяние нашей героини, камера фиксирует маленькую иконку, прикрепленную на борт панели модуля «Союза-2». На ней изображен святой Христофор, несущий на своих плечах Иисуса. По легенде, святой Христофор, будучи сильным человеком, помогал путникам перебираться через опасную реку. Однажды Христофора попросил переправить на тот берег маленький мальчик. И когда он нес его посреди реки, Христофор вдруг ощутил невыносимую тяжесть. Он испугался, как бы они оба не утонули. И тут ребенок признался, что он Христос, и что Христофор на самом деле несет на себе не его, а все тяготы мира. И с этим у Христофора пробуждается осознание, что сила человека не в физических возможностях, а в духовном согласии нести этот груз. Христофор принимает всю тяжесть жизни, не сопротивляясь ей, а доверяя. И в этом доверии его спасение. Само название фильма «Гравитация» – это ведь и есть тяжесть мира. Райан Стоун, так же как и Христофор, застревает на половине пути. Ее тяжесть мира – это боль утраты, страх и вина за смерть дочери, которые она никак не может отпустить, отчего у нее и нет смысла, ради чего жить. Анингак, это что? В этот момент в динамике модуля «Союз-2» вдруг оживает голос. И это не Хьюстон, не НАСА, не Тянгун, как Райан могла ожидать, а чужой, теплый, неразборчивый голос – Анингак, эскимо с Земли, который ловит случайный радиосигнал. Альфонсо Куарон, вернее его сын, в том же году, что и «Гравитация», снял 7-минутный фильм «Анингак». Короткометражка раскрывает нам другую сторону той самой радиосцены, где Райан Стоун из капсулы «Союз» связывается по радио с неизвестным человеком на Земле. Она думает, что это кто-то, кто может ее спасти, но на самом деле это эскимос по имени Анингак, живущий в Гренландии со своей семьей и собаками. Он не понимает ее слов, она не понимает его, но между ними происходит связь, настоящая, человеческая. Она слышит смех, плач ребенка, лай собаки, колыбельную. Это контакт не с цивилизацией, а с самой природой, с нашими корнями и истоками, с тем, ради чего вообще стоит жить. До этого момента Райан боролась, действовала, думала, но ни разу не чувствовала. Анингак побуждает ее снова чувствовать. И именно здесь впервые за долгое время Райан плачет. И эти слезы возвращают ее в реальность, к той жизни, что была у нее раньше. Но одновременно они возвращают Райан к ее подавленным чувствам, к тем самым, из-за которых она и оказалась здесь. Райан всегда старалась отсекать их. Все, что связано с дочерью, с утратой, с беспомощностью. Но тут, через контакт с Анингак, она вынуждена вновь столкнуться с ними. Райан все еще не в силах с ними справиться, поэтому она собирается поступить так же, как и всегда. Уйти, закрыться, замереть. В фильме Анингак рассказывает о своей жизни, включая больную собаку, которая выпала из упряжки. Он говорит, что любит свою собаку, но вынужден пристрелить, чтобы избавить от страданий.
В этот момент мы слышим по рации лай этой собаки и как вместе с ней начинает лаять и Райан Стоун. Райан уподобляется ей в попытке выразить то, что она чувствует внутри. Больная собака символизирует эмоциональную болезнь Райан, которая выбросила ее из нормальной жизни, как и ослабевшую собаку из упряжки. А Нингак должен пристрелить ее, чтобы упряжка могла двигаться дальше. Так же, как и Райан должна убить, то есть отпустить свое прошлое, чтобы выжить и вернуться на землю. Но, как мы уже говорили, Райан еще не способна это сделать. И в момент своего эмоционального надлома она отпускает все, включая жизнь. Райан принимает свою участь, как и больная собака-эскимос. И когда Нингак убивает ее, Райан в свою очередь отключает все системы в модуле, в том числе и кислород. Она считает, что сейчас это единственный выход освободиться от своего горя. И вот когда Райан оказывается на дне отчаяния, где смерть уже готова забрать ее, неожиданно появляется Мэтт Ковальский. Сперва кажется, что Ковальски каким-то чудом удалось спастись, и он не умер. Но как бы нам ни хотелось верить в это, мы очень быстро понимаем, что это не так. Как ты? Не поверишь, это целая история. Мэтт физически не мог спастись, и тем более попасть внутри модуля «Союз». Мы не знаем точно, это был сон Райан, галлюцинация или видение. Но как бы там ни было, это нереальный Мэтт Ковальский. Это она, Райан Стоун, начинает говорить сама с собой. И эту роль внутреннего голоса Райан принимает Мэтт Ковальский, вернее его призрак. Этот голос в виде Мэтта говорит, что у него есть решение проблемы. Есть другой способ, как поступить. Он напоминает ей о двигателях мягкой посадки «Союза-2», которые можно использовать для короткого толчка, чтобы тронуться к китайской станции Тяньгун. Райан же отказывается видеть этот выход, продолжая и дальше выражать свое нежелание жить. Мэтт, в свою очередь, настойчиво дает понять ей, что космос как символ оторванности от реальной жизни – это не выход. И тут ярко подчеркивается одна из идей фильма, говорящая о том, что этот отрыв приводит к кризису и разрушению современного человека. Но спасение в нашем возвращении. То есть наш взлет – это посадка. Посадка к земле, к почве, к близким духовным связям. Потом Ковальский говорит ей то, чего она сама себе не могла сказать. И это тот самый момент истины, когда кто-то в фильме открыто озвучивает проблему главной героини. И то, что ей наконец нужно сделать выбор. Сейчас или никогда. Ты раз разбивалась, Слушай, и ты это... хочешь вернуться или остаться здесь? Я понял, тебе здесь нравится. Можно отключить все системы, выключить свет, закрыть глаза и забыть про всех. И никто тебя не потревожит. Здесь безопасно. Ну правильно, какой смысл жить дальше? Ребенок умер. Хуже уже быть не может. Райан, тебе надо решить, что дальше. Если готова продолжать, значит, привыкай жить с этим. Откинься в кресле, насладись поездкой. Потом упрешься ногами в землю и начнешь жить. Эта сцена является кульминацией всей истории, когда подсознание героини подбрасывает ей последний шанс. Или ты сдаешься, или отпускаешь прошлое и рождаешься заново. Как говорил Карл Юнг, чтобы победить свою внутреннюю бездну, ты должен сперва встретиться с ней, лицом к лицу. Спасение приходит не тогда, когда мы пытаемся спрятаться, а когда мы остаемся наедине с собой, направляем взгляд внутрь и решаемся посмотреть в глаза горю, проблеме, бездне, тому внутреннему демону. Да, все правильно. Правда, победа над бездной не означает ее убийство, потому что это убийство части собственной души. В юнгианском смысле внутренняя бездна – это не зло, а отвергнутая энергия психики. Когда ты признаешь и принимаешь ее, эта энергия возвращается к тебе как жизненная сила, способная вернуть человека на ноги.
И когда Райан Стоун приходит в себя, мы понимаем, она выбрала жизнь. Озарение произошло. Она просыпается уже другой Райан, которая принимает боль и, наконец-то, отпускает прошлое. Мэтт, если увидишь девочку с каштановыми волосами, обними ее, пожалуйста, и поцелуй. Скажи, что мама очень скучает без нее. И еще скажи, что я не сдалась. Потеря дочери больше не разрывает ее с жизнью и потому не тянет на дно, а направляет. Запустив двигатели мягкой посадки, она летит к Тянгун, на борт китайской станции, чтобы найти там исправный модуль для возвращения на Землю. С внутренней бездной Райан справилась. Теперь осталось преодолеть вторую половину пути и справиться с ее внешней стороной. Но перед этим важно прояснить один момент, связанный с Мэттом Ковальски. Почему он все-таки ушел в космос? Почему его путь получил именно такой финал? Казалось бы, опытный астронавт, профессионал, побивший практически все рекорды в космосе, не смог найти другой выход и спастись. Хотя с другой стороны может показаться, что он особо и не старался его найти. И все дело в том, что физически Ковальски ушел или потерялся в бездне сейчас. Но это лишь отражение того, что психологически, эмоционально произошло намного раньше. Мэтт давно живет в изоляции, ни семьи, ни дома, ни рутинных беспокойств и обязанностей, в общем, полностью оторванной от реальной жизни. И по большому счету все, что его заботило, это побить рекорд времени по пребыванию в космосе. Однако в конце он понял, насколько это пустое. Он осознал ошибочность своего пути, признав, что это тупик. Его постоянная легкость и оптимизм – это по сути была маска. Психологический прием обмануть себя и покрыть хоть как-нибудь свою внутреннюю пустоту. Его уход – это цена за утрату корней, за изоляцию, которая оказалась недостаточной для полного существования. И он понимает это слишком поздно для себя, но, к счастью, не поздно для Райан. Ведь его уход помогает ей не только физически, но и психологически осознать ценность всего того, от чего он, возможно, отказался. Ты справишься, Райан. На противоположном полюсе находится Анингак, антипод Ковальски. Он не связан с космосом, технологиями и дерзкими целями. Но его мир живой. Семья, ребенок, собака, огонь. Все телесное и первозданное. Он олицетворение связи, той самой гравитации, которую Райан потеряла. В этом отношении фильм задает важный вопрос. Может ли человек обрести смысл, гармонию и счастье в современном мире, который все больше отрывается от своих естественных основ и близких связей с другими людьми? Фильм говорит «нет». И одно из доказательств этому – судьба Ковальски, которая, отпустив трос, исчезает в мраке космоса, показывая, что отрыв от простой живой реальности неизбежно приводит к утрате и смерти. Сквозь иллюминатор Райан видит, как китайская станция Тянгун повреждена от ударов обломков русского спутника, заставив ее сойти с орбиты и начать бесконтрольно падать на Землю. Но внутри ее все еще есть спасательная капсула Шэньчжоу. Задача Райан попасть туда, прежде чем станция полностью разрушится. Хватит просто так кататься. Едем домой. Все ее усилия сейчас говорят нам: я больше не сдамся. Даже если все рушится, я пойду вперед. И эта решимость помогает ей зацепиться за конструкцию станции и проникнуть внутрь. На Тянгуне никого нет, только обломки спутника непрерывно терзают ее, вызывая пожар, утечку воздуха из хаоса. Все буквально кричит ей: ты не справишься, не сможешь, не успеешь. Но Райан успевает и вовремя добирается до Шэньчжоу. Она действует интуитивно, не зная, получится ли у нее что-то, но теперь ей достаточно верить в это. Точно так, как поверил и святой Христофор. Это противоположность началу фильма, где Райан паниковала и теряла ориентацию. Теперь
все иначе. Поехали. При входе в атмосферу Земли китайская станция разрушается, а спасательный модуль Шэнчжоу с Райан на борту вовремя отделяется от нее, устремляясь к Земле. Все трясется и пылает, но на лице Райан мир и спокойствие. Физически это спуск на Землю, психологически возвращение в реальность, философски рождение заново. И появление в кадре статуэтки Будды становится точнейшим визуальным выражением внутреннего перерождения Райан. Шэнчжоу с трудом выдерживает огненную фазу полета и невысоко над землей успевает раскрыть парашют. Вскоре капсула ударяется о воду и тонет. Райан почти захлебывается, но скинув в себя последнюю скорлупу, ей удается всплыть на поверхность. Райан выползает на берег, тяжело дышит, тело почти не слушается. Она сделала, она выжила и вернулась на землю. Руками, касаясь влажной почвы, Райан ощущает, как земля притягивает ее тело. Она вновь ощущает гравитацию. После долгой невесомости, пустоты и изоляции, как физической, так и душевной, это чувство сейчас кажется неповторимым. Отчего она плачет и смеется одновременно. Это катарсис всей истории, тот самый момент эмоционального освобождения. Потом на дрожащих ногах она встает, как ребенок, впервые поднявшийся на ноги. И запрокинув голову к небу, она говорит спасибо Богу, судьбе, той самой гравитации. Потом Райан делает первые шаги, это не героический марш, а честное новое начало. Теперь она ступает по земле уже не просто как ученый Райан, а как человек, как женщина, как мать, пусть и без ребенка. Путешествие окончено, и будущее светло, по крайней мере, для Райан Стоун. Так что в итоге? Что мы вынесли из всего этого? Райан Стоун в фильме начинает как человек, оторванный от жизни, эмоционально и буквально. Куарон подчеркивает здесь, как горе может разъедать человека изнутри, заставляя его гоняться за изолированной тишиной. Она мать, потерявшая единственного ребенка, после чего обманула себя, поверив, что отстраненность придаст ей силы, что одиночество – это безопасность, что отсутствие чувств – это способ не страдать, и что чем дальше она от земли, тем дальше от боли. Поэтому ее борьба за возвращение домой становится не просто физическим испытанием, но и вопросом, сможет ли она заново обрести волю к жизни. Все мы в той или иной степени связаны с нашими болями, но именно они, как отмечал Куарон, формируют нас. И исход всегда зависит от того, как мы с ними справляемся. Мы должны научиться отпускать их и продолжать жить. Но отпустить – это значит принять. Принять боль, то есть свою тяжесть мира. И чтобы это сделать, не нужно прятаться от них за внешними опорами. Чрезмерная работа и езда на машине, как в случае Райан. И уходить в тихую, убийственную пустоту. А наоборот, встретиться с ними лицом к лицу. Только так можно получить шанс справиться с ними и вернуться к нормальной жизни. Да, гравитацию критикуют за сотни научных неточностей, но разве от этого история становится менее драматичней? Космос – это всего лишь фон, или точнее зеркало, которое отражает внутренний мир, и не только нашей героини, но и всего современного общества. Ведь Куарон говорит не о космосе, а о нас, о том, как живет сегодня человек в хрупком мире технологий и больших скоростей. Невесомость – это образ современного человека без почвы, который оторван от ритмов природы и собственного тела. И в этом окружении люди все больше цепляются за ложные искусственные стимулы, лишь бы не чувствовать внутреннюю пустоту. Но это такая же ловушка, как трос, за который держалась Райан Стоун в начале. Он создает иллюзию реальности, но на самом деле не дает сделать и вдоха, и по-настоящему жить. Хотя с виду и кажется, что все нормально. Нужно отпустить это, отрезать искусственную пуповину и не бояться посмотреть внутрь себя.
на пустоту, что там закрепилось. Куарон подводит нас к тому, что наш современный кризис – это не отсутствие денег, ресурсов или технологий, это нехватка гравитации, той реальной почвы под ногами, которую могут придать нам только природа, близкие отношения и внутренний смысл. Наш взлет – это посадка, то есть возвращение к земле, к основам, к духовным и традиционным корням. Только этот путь способен нас оживить и привести к гармонии и миру. И своим фильмом Куарон дает нам надежду, что мы еще способны это сделать. Точно так же, как это сделала Райан Стоун. Друзья, кому понравился ролик, ставим лайк и подписываемся. И если у вас есть свои мысли по фильму, обязательно поделитесь ими в комментариях. Пока!